Всем привет! С вами канал IT Вердикт. Наверное, вы очень сильно удивлены тому, что на этом месте сидит не Оскар. Хочу вас успокоить, с ним все в порядке. Давайте знакомиться. Меня зовут Катя. Долгое время вся моя работа оставалась за кадром. Часть моего труда вы могли видеть на этой меловой доске. Однако на этом мое отношение к данному каналу совсем не заканчивается. Так как ребята из канала «Хороший выбор» уже стали моей второй семьей, я очень многому от них научилась и во многом начала разбираться. Также я успела попользоваться большим количеством устройств. И сегодня Оскар решил дать мне возможность проявить себя в качестве ведущей. Это будет первый выпуск с моим участием, и поэтому нам очень важно знать, что вы об этом думаете. Пишите свои мнения в комментариях. Итак, стартуем! Тематика первого выпуска будет о гарнитуре от Xiaomi. Модель Headphone Relax Version в белом исполнении, ссылка на которую будет в описании. Эта модель мне как дизайнеру приглянулась больше всего, и именно поэтому я хочу начать с внешнего вида. Но не волнуйтесь, обзор будет комплексным, и я также коснусь и технической части, с которой мне помог Оскар. Итак, внешний вид. Как только наушники попали мне в руки, я сразу вспомнила такое стилевое направление, как минимализм. Объясню почему. Форма наушников лаконична и выразительна. Ее нельзя назвать простоватой, она просто без излишеств. Нет никаких острых углов, резко изогнутых линий, выемок. Форму наушников я бы назвала обтекаемой. Единственное, что немного выделяется из общей композиции, так это дополнительные вставки из фактурного пластика, которые находятся снаружи на чашах. Они зрительно не ломают форму, а наоборот ее подчеркивают. У вставок имеется некий секрет, но о нем попозже. А также немаловажная составляющая дизайна этих наушников – это их цвет. Сочетание белого, золотого и серого цветов выглядит стильно, неброско и даже не побоюсь этого слова богато. И нет такого ощущения, что хочется что-то добавить или что-то убрать. Дизайн завершенный и не требует каких-либо дополнительных оформлений. Кстати говоря, данные наушники есть еще и в двух цветовых решениях – в зеленом и оранжевом. Однако вариант, который пришел к нам, на мой взгляд, наиболее удачный. А что касается эргономики, то наушники очень удобные. Их чаши подходят для средних ушей, а раздвижная конструкция позволит им подойти практически для любой головы. В оголовье имеются металлические элементы, которые можно увидеть при раздвижении. Такая конструкция дает больше уверенности в их надежности. Пластик внешне похож на soft touch, но отпечатков практически не собирает. Однако белый цвет есть белый цвет. Пыль, ворсинки, волосы и все тому подобное на нем видно. Готовьте влажные салфетки для того, чтобы следить за внешним видом вашей гарнитуры. Оголовье не самое мягкое, однако это позволяет плотно фиксировать наушники на голове. Они точно не слетят, например, при резком повороте или даже беге. В то же время оголовье не давит и не создает дискомфорта. Что касается амбушюр, то они мягкие и за счет подвижных чаш хорошо прилегают к ушам. Подводя итоги по эргономике, мы можем сделать вывод, что у Xiaomi получилось совместить очень хороший уровень комфорта с даже неплохим функционалом, о котором далее. Напомню еще раз, это именно гарнитура, и имеет она четырехконтактный мини-джек. Расположен микрофон на самом проводе и выглядит как на обычных наушниках-вкладышах. При этом качество звука очень хорошее, и несмотря на то, что микрофон находится дальше, чем у тех же игровых гарнитур, звук он воспринимает очень чувствительно. Сейчас вы услышите несколько тестов в сравнении с обычным настольным микрофоном и рекордером Zoom H1. Раз, два, три. Это тест обычного китайского микрофона, который стоит прямо передо мной в сантиметрах 10-15. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Это тест микрофона, который находится на гарнитуре от Xiaomi. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Сейчас я говорю в рекордер Zoom H1. Раз, два, три. Раз, два, три. А сейчас пришло время открыть секрет пластиковых вставок на чашах. Конечно же, они сделаны не только лишь для декорации. В левой чаше под вставкой скрывается кнопка, которой вы можете принимать или отклонить вызовы, переключать треки, ставить музыку, звучащую в проигрывателе, на паузу, или же, наоборот, продолжить воспроизведение. Если вы любите музыку и используете ваш телефон в качестве плеера, то для вас эта функция будет очень удобна. Однако Xiaomi, по-видимому, рассматривали данное устройство исключительно как гарнитуру. Положив в комплект удобный чехол для транспортировки,
Они постеснялись положить кабель, который позволил бы разделить 4-контактный джек на 2 3-контактных для микрофона и наушников. А зря! Не все устройства, которые люди используют в качестве звуковых карт, умеют работать 4-контактным разъемом, особенно в случае подключения через переходник на 6,3 мм. Поэтому нам пришлось воспользоваться удлинителем от Cloudov, чтобы послушать возможности данных наушников. Ну и, собственно, о звуке. Изначально, когда нам хотели прислать эти наушники, Оскар был не особо этому рад. Он говорил, что обзор получится очень однобоким, потому что это были бы дифирамбы в плане дизайна и полный разнос в плане звуковых качеств. Еще больше смущал шильдик на коробке Hi-Res Audio, который на наушниках за 2000 от бренда, не занимающегося профессиональным звуком, был явно лишним. И сразу пробегусь по самому интересному, по характеристикам. Заявленный частотный диапазон у наушников от 20 Гц до 40 кГц. Чувствительность 107 дБ. Сопротивление 32 Ома. Реальны эти значения или нет, я сказать не могу. К сожалению, мы не нашли никакой информации по используемым драйверам. Однако, если они действительно реальны, то, скорее всего, именно этот диапазон частот и послужил той самой надписи Hi-Res на коробке. Когда мы начали тесты, нас ждало большое удивление. Первый тест был с телефона модели Elephone, и звук казался, вполне нормальным. Да, далеко не кристальный, конечно, но это было бы странно требовать от обычного смартфона. Однако, когда мы подключили эти наушники сначала к телефону от Xiaomi модели Redmi 4, а потом к ЦАПу, наушники зазвучали. Когда они шли к нам, в планах было сравнивать их с какими-нибудь Свенами или Defender'ами, а в итоге пришлось сравнивать с Cloud Core. Конечно, сцена немного поуже, чем у Cloudov, однако в плане частот все очень даже неплохо. Бас практически не выпирает в сравнении с теми же типичными представителями игровых гарнитур, а высокие и средние частоты неплохо сбалансированы. Все это вместе с высоким уровнем комфорта стало для нас приятным сюрпризом. Разумеется, настоящие аудиофилы будут не в восторге, до настоящего звука тут далеко. Например, по мнению Оскара, в жанре металла они себя проявляют не столь здорово. Но требовать от наушников за 2300 рублей удовлетворять аудиофилов было бы весьма странно. Однако про них с уверенностью можно сказать, что производитель не экономил на качестве звука. Что мы имеем в итоге? Неожиданно для себя мы получили стоящую гарнитуру от Xiaomi, которая не обладает какими-либо явными недостатками. Единственный вопрос при покупке таких наушников будет состоять в том, а нравится ли вам их светлая и маркая расцветка. Еще маленьким упущением, на мой взгляд, является то, что провод в месте присоединения к чаше никак не защищен от перегибов и потому требует аккуратного обращения. Ну и, конечно, из-за размера чаш данная гарнитура все же подойдет не под любые уши, так что учитывайте это перед покупкой. В остальном это отличное решение, как в качестве покупки для себя, так и в качестве подарка для близкого человека. И на этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Надеюсь, этот выпуск вам понравился и новый ведущий тоже понравился. Пишите в комментариях, если хотите увидеть меня еще в каком-нибудь из выпусков, и мы будем очень рады вашим отзывам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, мы с вами увидимся в следующих выпусках. С вами была Катя и канал IT Вердикт. Пока! Дорогие друзья, если вы покупаете электронику в китайских магазинах, то очень рекомендую посетить созданный нашим каналом агрегатор товаров. Он располагается на странице ВКонтакте, где вы найдете только лучшие товары от крупнейших китайских торговых сетей. При этом мы избавим вас от многократных повторов одного и того же товара и от недобросовестных продавцов. Из функций вы сможете подписаться на интересующую вас рубрику, оставить заявку на поиск интересного вам товара, а также вы сами сможете найти интересующий вас девайс через поиск по рубрике или в каталоге товаров. Мы будем рады вашей поддержке. Сейчас. А это не так-то просто, да, оказывается? Это трудно. Ой, особенно для первого раза. Всем привет, с вами канал IT Вердикт. Да.